Владимир Владимирович, вы здесь оказались, ну, в какой-то самый такой благодатный момент для Тамани, потому что здесь вот эта щедрая земля, она пышет. Здесь не только жарко, но здесь еще и вот сейчас пошли фрукты, овощи, все вот как-то все заиграло. В этой связи я хотел бы вас спросить, вы первый раз на Тамани? Да. Ну, я понимаю, что коротко, но какие впечатления первые уже, наверное, возникли? Я почти ничего не видел. Так, можно сказать, что почти из окна машины, ну, вот здесь еще кусочек залива, раскоп этот. Но мне, я уже говорил, встречаясь с ребятами, хочу повторить еще раз. Мне чрезвычайно интересно, а в прошлом году, когда я об этом впервые узнал, к своему стыду впервые, интересно было понять, что на территории нашей страны, вот именно здесь, было древнейшее государственное образование. Не российское, просто государственное образование, но древнейшее. Древние греки пришли сюда в VI веке до нашей эры. Вы представляете, греки, потом хазары, потом черкесы и аланы, потом турки. Перед этим Византия? перед этим была столица русского княжества. Таракань? Да, Святослав. 20 километров отсюда, ну, Таракань. Святослав правил здесь, да? А потом пришли черкесы, ну, как краешком прошли здесь, потом турки, а потом Россия опять вернула эти территории. И каждый народ оставлял частичку своей культуры духовной здесь. И это не могло так или иначе не остаться здесь в сознании людей, которые здесь живут сегодня. Так или иначе это из поколения все-таки в поколение что-то передается. И вот когда понимаешь это, тогда с полным основанием говоришь, что у нас наш народ в целом это народ глубочайший и очень богатой культуры. И это очень важно. Осознание себя самих. И надо сказать больше, что именно здесь, на территории Тамани, появились первые христианские храмы на территории нашей страны. И задолго до того, как было официальное крещение России. Здесь это тоже. Здесь чего только не было. Хазары, как известно, были иудеями. Они не были этническими евреями, но они исповедовали иудаизм. И это тоже часть этой культуры. Удивительная, кстати, еще одна история, что сюда, в первом веке до нашей эры, когда Рим начал, так сказать, громить евреев там, в Палестине, они бежали сюда в большом количестве. И здесь появилась первая на территории нашей страны синагога. И говорят, что сюда приезжал Ирод Великий с инспекцией, чтобы посмотреть, как же живут его соплеменники на северных территориях. То есть здесь столько прошло великих людей, великих историй, что это, конечно, удивительно. И в этой связи такой вопрос. При таком фантастическом коктейле, да, из вина лучшего в нашей стране, из истории, из потрясающего моря, нужно ли развивать эту территорию как совершенно отдельный туристический кластер? Здесь существует два абсолютно противоположных мнения. Первое мнение заключается в том, что нужно отдать эту территорию исключительно ученым и не допускать сюда публику для осмотра. Потому что готовить объекты к показу, по мнению некоторых специалистов, это опасно, так как их нужно восстанавливать, чтобы людям было интересно смотреть, их нужно так или иначе восстанавливать в первозданном виде, а это может нанести им ущерб. Я все-таки больше придерживаюсь другой точки зрения, солидарен с другими специалистами, которые считают, что если по уму организовать, а во всем мире это делается, Греции, пожалуйста. Да, во всем мире это делается. Если по уму организовать, то можно и сохранить наследие археологическое, культурное, и людей знакомить с тем, что у нас есть. И с точки зрения воспитания патриотических чувств, мне кажется, что это очень важно. Причем это не такой не квасной патриотизм, а именно духовная часть нашего народа, которую мы, к сожалению, знаем не очень хорошо. Но я же вам сказал, я только в прошлом году в режиме видеоконференции, когда мы проводили мероприятия с археологами, работающими по всей территории России, мне вот отсюда рассказали о значении этого места, Тамани и вот этого раскопа. Мне это очень интересно. И вот в этой связи я бы еще задал один вопрос. Мне кажется, что то, что молодежь, то, что вот ребята, студенты здесь работают, это совершенно мощнейший воспитательный фактор. В этой связи, чем больше молодежь будет попадать в археологические экспедиции, потому что это не просто отдых у моря, а это такой интеллектуальный отдых у моря. Мне кажется, что это очень важно, и я даже вот думаю, что
Вот существуют строительные отряды студенческие, а если бы возникло такое отдельное движение студенческих археологических отрядов, то это было бы вообще совершенно удивительно. Уж не знаю, насколько до этого дойдет, но сама по себе идея, по-моему, интересна. Ну почему? Вот сейчас только студенты как раз задавали примерно такой же вопрос. Они говорили о возможности одного из направлений волонтерского движения. Вот именно в области археологии. Мне кажется, это вполне возможно. А что вы, как председатель попечительского совета РГО, можете для этого лично сделать, как вам кажется, помимо выделения грантов? Это немаловажно. Выделение грантов немаловажно. Я думаю, что если мы будем помогать специалистам обустраивать эту территорию, поможем наряду с частным бизнесом создать им вот здесь научный центр с лабораторией, с местами для проживания, с кампусом для студентов, которые сюда будут приезжать. Если мы поможем вот эту территорию, которая сейчас принадлежит отчасти акционерному обществу, возместить людям, чтобы у них не было потерь, но сохранить для государства как объект культурно-археологического исторического наследия, и будем помогать им дальше работать, публиковать свои научные труды, общаться с коллегами за рубежом, пропагандировать результаты своей работы на всю страну. Вот тогда мы будем добиваться тех результатов и тех целей, ради которых и создавалось Русское географическое общество. Спасибо огромное, было очень приятно Спасибо видеть вам. вас здесь, на замечательной Таманской земле.